Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Дмитрий, и вы на канале Дмитриев Сад. Сегодня поговорим про уход за малиной. Я вам расскажу весь календарь работ на весь сезон. Зачастую я рассказываю только лишь про ремонтантную малину, но сегодня по просьбам зрителей у нас ролик все-таки будет про летнюю малину, про обычную классическую малину, которая выращивается в наших садах, как за ней ухаживать весь сезон. Итак, начнем. Сейчас зима, на малиннике никаких работ мы не делаем. Но скоро придет весна и придется уже поработать. Итак, что же в первую очередь весной нужно сделать? А в первую очередь нужно осмотреть побеги малины. Сломанные побеги, засохшие побеги с признаками вредителей нужно удалить. Особенно обращайте внимание на нижнюю часть побегов. Если вы заметили на побегах большие вздутия внизу, это малинная галица. И в обязательном порядке такие побеги нужно удалять и сжигать. Ни на какую щепу, ни в какой компост не бросать. Там находится вредитель. Нужно вырезать и сжечь. Далее. Весной нужно еще укоротить побеги малины. Зачастую огородники оставляют малину вот так вот зимовать, как она есть. Но зимой, когда случаются сильные морозы, верхняя часть побега, вот эта верхушечка, она подмерзает. И затем она стоит сухая. И вот эта засохшая часть, порой она служит источником распространения различных болячек. Поэтому верхнюю часть, хотя бы сантиметров там 20-30, возьмите секатор и обрежьте. Это будет стимулировать ветвление малины боковые. Побеги пойдут, малина лучше будет развиваться, лучше освещаться солнцем, и будет хороший урожай. Следующий этап – это, конечно же, подкормка. На самом деле малину можно не подкармливать. Да, не удивляйтесь, можно обходиться без подкормок. Если вы в осенний период щедро замульчировали малину навозом, либо компостом, весь сезон вы можете ягоду ничем дополнительно не подкармливать. Малине хватит питания из вот этой органики. Кстати, малина достаточно неплохо переносит и такой полуперепревший навоз, допустим, коровий, конский навоз еще не в совсем перепревшем состоянии. Если вы вот таким навозом малину замульчировали, также неплохо. Малина любит любую органику. Затем летом вы можете косить траву какую-то на участке и все сбрасываете под кусты малины. Малина все это очень быстро перерабатывает и получает хорошее такое вот питание, полноценное. Если у вас нету под руками, допустим, ни навоза, ни компоста, чем же подкормить весенний период? Конечно же, весной нужно дать малине азот, азотное питание. Поэтому вы можете в магазине купить, допустим, гранулированный какой-то навоз, коровий, конский, куриный, и подкормить малину. Можно, конечно, использовать и минеральные удобрения, синтезированные удобрения, например, аммиачную селитру, карбамид. Вы можете ими подкормить малину. Значит, если используете карбамид либо селитру, норма внесения 40-50 грамм на метр квадратный под малину. Слишком много сыпать нельзя, потому что у малины поверхностная корневая система, и вы можете ее спалить, засохнут кусты затем. Поэтому старайтесь не переборщить с удобрениями. Далее. У нас наступает май месяц, и малина начинает зацветать. В этот период уже у нас активизируются вредители. Как правило, это и долгоносик, малиново-земляничный, который подъедает бутончики у малины, затем у клубники, у земляники. Малинные жуки активизируются и прочие другие вредители, разнообразные, просто их широкий ассортимент, большое количество вредителей малины. Значит, как с ним бороться? Конечно же, можно использовать различные химические вещества, но в период цветения это небезопасно. Если вы используете какую-то химию, используйте только до цветения и сразу же после цветения. Вот когда только сформировалась ягода. Во время цветения нельзя применять химию. Значит, чем можно пользоваться? Можно пользоваться в период бутонизации, если установилась теплая погода, есть хотя бы плюс 18 градусов, препаратами на основе баверии. Вот такая заквасочка из баверии. Скоро я покажу, как я ее вырастил, кстати, потому что эксперимент повторял заново. У меня первый раз засиделась триходерма. Вот банки рядом стояли, поэтому опять наращиваю баверию без триходерма в помещении, чтобы не произошло вот это заселение. Покажу, как она выглядит. Самостоятельно выращена баверия. И вот баверия работает против многих
насекомых-вредителей, в том числе и против малинного жука, и против малинной мухи и так далее, и так далее. Ей можно обрабатывать. Главное, чтобы была подходящая температура, не ниже плюс 18. Если будет прохладней, к сожалению, Баверия может либо не сработать, либо будет работать крайне-крайне неохотно. Далее малина отцвела, начала уже давать урожай. Значит, в этот период, если вы видите, что кусты развиваются полноценно, ягода зреет, все хорошо, не нужно делать никакие подкормки, только лишь поливы при необходимости. В период созревания, формирования урожая малина вытягивает много питания. И если будет стоять засуха, у малины корневая система поверхностная, естественно, ягода не будет наливаться. Вот. Поэтому нужно еще и поливать. Если идут дожди, поливать ничего не нужно, малине хватит влаги. Что касается подкормок в период созревания урожая. Если вы хотите, чтобы ягода была очень такой сладкой, у вас почва, допустим, не слишком плодородная, тогда сделайте подкормку с сульфатом калия. 1 столовая ложка на 10 литров воды. Калий помогает малине давать более сладкую ягоду. Вот это необходимо. Если у вас почва богатая на калий, вы видите, что ягода не теряет по вкусовым качествам, все хорошо, можно без этой подкормки обходиться. Но если ягода растет какая-то кисловатая, не очень, все-таки сделайте такую вот легкую одну подкормочку. Далее малина закончила плодоносить. Это обычно август месяц. Сразу же, как малина закончила плодоношение, не ждите осени, не ждите весны, там какого-то периода. Сразу берите секатор и вырезайте старые отплодоносившие побеги. Эти побеги служат источником заболеваний и вредителей. Лучше сразу их вырезать, выбросить, сжечь, чтобы малина хорошо освещалась солнцем, проветривалась и не было там никаких болячек, чтобы молодые побеги получали солнце необходимое, питание и развивались, ведь от этого зависит будущий урожай. Ну и, конечно же, приходит осень, и опять повторяем процедуру. Опять все мульчируем компостом, навозом и оставляем малину зимовать. Еще один важный момент. Зачастую, когда идут дожди, малина, значит, поражается серой гнилью. Ягоды просто гроздями, вот все такие в налете, вот в этом белом, висят в сером, ну, гниют на кустах. Что делать в этом случае? Естественно, химией пользоваться нельзя, ведь малину мы в пищу употребляем. Значит, есть несколько способов, как бороться с серой гнилью. Значит, первый способ – это заселить молочные бактерии. Берем литр молока на 9 литров воды, разводим и проводим обработку. То есть создаем конкурентную микрофлору. Молочные вот эти бактерии не дают заселиться фитопатогенным бактериям, гнилям распространиться по ягодам. Но опять же, такая обработка, она временная. Как только прошел дождь, все это смылось и придется обработку повторить. Лучше использовать, опять же, биопрепараты. Есть вот такая сенная палочка, новоспорин, можете ее нарастить самостоятельно, сколько угодно. Здесь очень высокоэффективные штаммы сенной палочкой, и как раз таки против серой гнили самое то. Сенная палочка, она не смывается, она проникает в ткани растений. Вот. И поэтому даже после дождя обработку повторять не нужно. То есть вы обработали раз в 2 недели. Вот как любые другие растения, сенной палочкой малина обрабатывается раз в 2 недели. И серой гнили, если и будут какие-то отдельно пораженные ягоды, но массового поражения не будет. Поэтому вот такой еще способ есть. Особенно это важно не для летней малины, а для ремонтантной. Летняя малина, как правило, созревает там в июле, когда хорошая температура, сухо, тепло, все хорошо. Редко такие проблемы. А вот как раз-таки у ремонтантной малины, когда ягода созревает в осенний период, уже холодные ночи, туманы, вот эта сырость и загущенные посадки какие-то, и серая гниль зачастую поражает там 100% всю ягоду, которая есть на кустах. Просто все в этой серой гнили. Поэтому, опять же, не забывайте про применение биопрепаратов. И в конце очень полезный такой совет: не высаживайте малину около забора. У вас будет бесконечная борьба с этой порослью, будет бесконечная война с соседями, потому что малина будет лезть к ним на участок, вам неудобно будет ее пропалывать, ухаживать за ней, и все будет зарастать крапивой и сорняками. Высаживайте малину на отдалении от забора. Ну, отступите от забора 1,5 метра, чтобы был проход, и
посадите эту малину. Вы сможете подойти с двух сторон, собрать урожай, вы сможете прополоть, вы сможете подкормить, обрезать, и все это лучше будет освещаться солнцем, и никаких конфликтов с соседями не будет. На этом все. Спасибо за лайки и подписку. До новых встреч.